Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Приветствую вас. Благодарна за ваши подписки, за вашу обратную связь, за ваши комментарии. Мне очень приятно. Спасибо вам огромное. Друзья, вы мне предлагаете, я имею в виду насчет политики, по всех городах делать расклад. Ну, я же говорила там, что будут опасности. Сожалею очень, но нечем обрадовать пока. Как было, так и есть. Я говорю, когда я чувствую, что какие-то будут изменения, да, но если я говорю карта предупреждения, это опасность, я говорю карта, что будут обстрелы ракетные, оно идет по целой Украине, друзья мои, к сожалению огромному. И поэтому это неправильно, если каждый день одно и то же, потому что карты уже будут просто играть, понимаете? И то, что вот делают, ходят вот по каналам и одно и то же говорят, эти тарологи уже сами путаются, запутываются, потому что одно и то же, одно и то же. Ну, это неправильно, потому что карты тоже, они потом, ну, если тебе непонятно, что с тобой работать. Вот так, понимаете? Они сказали, мы спросили на ближайшее время, например, на ближайшее время, ситуация ближайшего времени на эту неделю. Нам показали карты. Есть опасность обстрелов. Так зачем мудолить, выходить на следующий день и то же самое спрашивать? На следующий день и то же самое. Или 2-3 раза на день выходите. Это так не работает. Это неправильно. Это неправильно. Да, энергия меняется, энергетика меняется, потому что мы в таком сейчас, в такой ситуации. Ну, раз в неделю, это да. Вот какая будет неделя, какая будет неделя. Раз на месяц, какой будет месяц. Но на день по 3 раза, ну, это глупо. Глупо, потому что карты потом будут тебя путать. Они не будут, они будут играть. Если ты не тебе раз сказали, но они будут что как-то, значит, это не твое, если к тебе не доходит за 1 раз. Понимаете, как это? Можно, если ты делаешь расклад, и взять другую карту, переспросить. Да, оно даст тебе или откроет больше какой-то информации, или повторится та же информация, что да, правильно, как будто таролог подтверждает свое, правильно ли он понял, что ему сказали. И если вот можно взять другую колоду, или дополнение, или подтверждение, что да, правильно, правильно ты понял, вот этой карты тебе хотели сказать. Но просто мудосить одно и то же, это неправильно. Неправильно для таролога и вот так. Пока идет опасность. Пока идет опасность, ну вот я смотрела насчет вот ночью было, что говорил Трамп ночью там в Конгрессе. Ну, ничего он такого не сказал. Он говорил только на свою публику, на своих американских людей. Он как будто давал отчет, и одно и то же, ничего нового такого, вот я, если бы не я, и несколько раз, а Байден виноват, господи, ну забудь ты уже этого, ну Байден отработал свое, все, 4 года, теперь ты, ну сказал там, это ж не дебаты передвыборные, все, забудь, Байдена уже нет. Оставь Байдена в покое. Сказал тогда, когда были выборы, вот эти гонки, вот это все, да и хватит. Зачем? Это что, сейчас 4 года это слышать?
Ну, говори что-то по конкретике. Ну, ничего такого. Там вот людей, там, а тот был больной человек, вот на больных, а там убили кого-то, вот семью привели, а там вот другой вот этих людей привел и как-то их на публику. Зачем им это? Я не думаю, чтобы они этому, что на публику это все их выносят. Это он на чужой боли, как будто там кто-то не мог поступить в какой-то институт, и вот он пришел. Ну так понятно, ты замовил слово какое-то. Ты сказал там, вот, примите это, и потом, чтоб себе, вот, я пришел, и ты поступил. До этого ты не мог поступить, а вот я пришел. Ну, тогда ты говоришь, что ты дал указание, чтобы приняли этого человека. Ну, как-то насчет Украины и России, ну, спокойная была такая ситуация, да, что вот он уже и шел сюда говорить, вот в Конгресс, и пришла ему прям птичка, что Зеленский хочет тоже мир, ну, а Зеленский не отказывался, хочет президент Украины Зеленский, вот пришло письмо от него, что он хочет вернуться вот к этому разговору, к переговору, он хочет мира. И Россия тоже хочет мира. Вот что было сказано, больше ничего. Вот это только было сказано. Смотрела, как себя вел при этом Венс. Ничего, вот такая нейтральная, но и не очень прям радостная была, чтобы хлопал. Он там что слово Трамп сказал, он сразу хлопал и хлопал. Трамп еще не закончил, а он уже хлопал там вот, если что-то вот такое. Но насчет этого, как мумия, не нравилось ему это, видимо. Ну и вот такого ничего. Посмотрим попозже немножко. А сегодня для разрядки сделаем такой раскладик. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Так, возьму вот эту колоду, немножечко от политики отойдем. О, Господи, ну что ты. И возьмем это таро, такое красивое, весеннее такое. Оно все, колесо года, оно на все времена, но очень красочное, оракульное и очень такое приятное и позитивное. Ну и эту колоду Ленорман возьмем, вишневые и лиловые сумерки. Так, и давайте немножечко как-то, потому что нужно, жизнь идет, правильно, не будем только, нужно и за политику, конечно, но давайте, и есть люди, которые на моем канале, и интересна и ихняя жизнь, давайте. Что у нас на пороге? Ну вот здесь, вот, какие-то новости, у кого-то мужчина, у кого-то еще что-то, работа, и здесь вот новизна какая придет, что там, ну, дай бог. Так, давайте, покажите нам. Я возьму... Так, покажите нам, откройте нам информацию. Стучит, гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. Гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. Давайте. Гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. Давайте посмотрим. Такой раскладик. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Ой, ой, ну вот смотрите. У нас сердце. У кого-то вы на сердце. Ну и еще какая-то, видите, змея. Так что если будет какое-то у вас знакомство, не очень прям рассказывайте кому-то, подругам или еще, видите, потому что вот что-то... Так, давайте посмотрим.
Так, гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. И чем сердце порадуется? Вот так. Давайте смотрим. Стучит, гремит, на порог ступает. Ну так, может, вы будете видеть. Как мне? Ну, я буду показывать, переворачивать. Я буду показывать карты. Стучит. Нет, гремит, стучит, на порог ступает, дверь открывает. Чем сердце, что или чем сердце порадуется. Так, смотрим. А ну давайте я еще, ну я бы хотела дополнять этими, а потом еще и Таро. Так, гремит. Карта собаки. Эта карта очень прекрасная, это очень хорошая. Вот гремит уже какой-то друг вам что-то может сказать. Это может быть и в виде мужчины, и в виде женщины. Друг идет в вашу жизнь. Если вы скажете, у меня нет друзей, ну тогда будет знакомство вот с каким-то, будет в вашей жизни друг, прекрасный друг, который действительно... здесь есть две собаки. Одна собака такая вот гордая, что никуда там прям. А здесь это... по-моему, лабрадор или как. Это спокойная собака, большая, нежная собака, защитник, и он всегда любит своего хозяина. Здесь прекрасно. Вот в вашу сторону идет какой-то друг. Давайте посмотрим, что это, что принесет этот друг. Что, с чем он идет? Вот гремит прям, вот уже близко. Гремит, он уже где-то вот в пути к вам, этот друг. У каждого свой. Или в виде женщины, или в виде молодого человека. Да, вот уже в дороге. У некоторых может быть такое, что карта развилка. Карта развилка, что вы знаете уже этого, как из прошлого человека. Может быть. И может вы как-то пошли в разные стороны. И вот этот человек идет, хочет с вами как-то разрешить какую-то ситуацию. А у некоторых может быть. У нас карта развилки две дороги. Что у вас уже есть новый друг. А здесь, может, что-то из прошлого придет. И вы будете как на распутье. А что теперь делать? Понимаете? Может такое быть еще у некоторых. И вам нужно будет разрешить эту ситуацию. Или идти вот с этим новое, что у вас уже есть. Разобраться. Или поставить точку на этом перекрестке, сказать, что нет, извини, уже поздно. Вот как-то так. Если у вас уже есть кто-то новые друзья, и вы уже, если вы ждали из прошлого кого-то, но не дождались уже, потому что очень долго, у каждого своя причина, и у вас уже новое знакомство какое-то, так здесь нужно закончить с этой развилкой. Здесь карта говорит, карта крест, заканчивай с этим. Закрывай это. Не упускай прошлое уже. Все, у тебя есть новый, хороший, приятный друг. Не отказывайся от этого нового, понимаете? Не отказывайся. А там ты уже знаешь, что было. Ставь на этом крест. Ты это уже прошел, прошла, понимаете? Ты вот с этим уже свои кармические уроки прошел.
Понимаете? Вот может у некоторых быть так, что у вас уже вот, может на пороге, может вы еще и не знакомы с этим каким-то человеком, а некоторые уже знакомы. Но это гремит, оно уже есть там в проекте новый человек, хороший человек, как раз для вас. Ну вот здесь, видите, развилка может появиться из прошлого еще человек. Из прошлого. И карта говорит, ставь на этом крест. Потому что ты уже кармические уроки с этим прошел. Тебе приготовлено новое. И очень хорошие, спокойные и приятные друзья, действительно друзья. Действительно, этот человек будет твой друг, он будет тебя понимать, он будет тебя защищать, он будет надежен. Ему можно будет доверять. А здесь вы уже были, вы здесь уже знаете. Это был урок, и это нужно закрыть уже, этот гештальт. Не нужно опять возвращаться в это. Вот так. Вот гремит. Кому-то новое знакомство. У некоторых уже это знакомство есть. А у некоторых на пороге это. Оно уже запланировано свыше. Так, стучит. Что стучит? Карта дерева. Прекрасно. Прекрасно. Карта дерева. И смотрите, какое дерево. Дуб. Это карта еще и здоровья. Это карта рода. У вас будет, вот если так взять связки, идет человек, друг, с которым, как ваша родственная душа, с которым вы можете расцветать, с которым можете создать свой род, будете друг друга понимать. И здесь карта, если был упадок здоровья, здесь оно как-то будет как-то реанимация идет, возрождение идет. Здесь усиление, потому что и буянит это дерево. Это дерево буянит, оно живое, оно не засохшее, потому что здесь карта еще есть и зимнее дерево, засохшее. Вот. А здесь наоборот, одна ведь, другая, третья, и дальше, и дальше, и дальше. И смотрите, оно расширяется, оно красивое, оно хорошее. И здесь и насчет здоровья, дерева еще и по здоровью, улучшение здоровья, улучшение иммунитета. Здесь, если у вас в роду что-то, ну как в роду, в вашей семье, может были какие-то рассорки, ссоры, здесь будет возобновление, наоборот, укрепление рода и возобновление рода. Здесь будет примирение, здесь сильный, поймете, здесь вот мы только брат, сестра, мама, папа, вот это, мы сильны, когда мы вместе, вот это. Ну, если это вас не интересует, значит, идет в вашу жизнь вот такой человек, как родственная душа, оно ваше, оно ваше. Вот, стучит уже. Гремит вот какой-то друг, а стучит прям живое что-то, расцвет сил, что-то расцветает. И здесь, видите, и небо. Небо такое голубое, светлое. Здесь прекрасно. Здесь дорога, здесь тропа, но она без извилин. Здесь видно дорогу. Видите, здесь идет дорога, но она не с какими-то перекрестками. Здесь прямой путь, жизненный, здоровый. Давайте еще, что нам хочет, в чем эта жизнь вот будет буянить, в чем это? Господи, карта лилии, красота. Чистота, надежность, благородность, искренность. И здесь король. Мужчина. У некоторых идет мужчина. Если у вас есть мужчина, вы скажете, тогда у вас как очистился ваш род.
произошло вот что-то, очищение рода, избавление от чего. Ну, карта крест. Закончилось что-то. И сейчас вот идет расцвет. Расцветает это. У кого-то так может проиграться, а у кого-то ваш человек идет в вашу жизнь. А у некоторых, если вы одиноки, вот идет человек такой, что можно ему верить, можно ему доверять. Интеллигент, интеллигент. Белые лилии. Здесь еще есть и красные лилии. Это дьявольские и перевернутые они. Это ложь, обман, предательство. А показывает себя человек, что он вот прям. А здесь вот собака очень приятная, красивая, дерево и белые лилии прямые. Расцвет, расцвет сил. И если у кого-то мужчина, вы уходите вот за этого замерзшего. Если у вас не было, тогда вот это начинает открываться и начинает буянить. И это будет надолго. Это новое что-то, потому что, видите, якорь только он посажен, и вода чистая, эмоции будут вас радовать, будет вам хорошо, будет вам вот здоровые какие-то отношения, и это надолго, это идет радость, это идет честность. Таким вот можно таким входит в вашу жизнь такие люди, которым действительно можно уже поверить, действительно можно доверять. Это интеллигенция, это люди, которые не скрыты, не какие-то там филонят, и чтоб как-то это наоборот, как помощь идет. И карта белых лилий, это ангельские лилии, это чистые лилии. Ну, красота, красота. Так, гремит, стучит, на порог ступает. Что у нас здесь? Видите, карта крест, но она другая уже. Видите, одна вот это, были уроки кармические, и вы вышли, вы пронесли. Это окончание, закончилось. Сейчас у вас так, гремит, стучит на пороге. Чистая уже, очищенная карма. Да, мы опять одно заканчивается, и мы входим в другое, в другие какие-то кармические уроки. Мы идем в другую карму, одно пронесли, переходим в другое. Вы пронесли тяжелый крест, некоторые, да, было тяжело. Была полоса вот кармическая, там у каждого может 7 лет, может 9 лет, а у некоторых может и больше, и 18 лет. Вот была такая полоса кармическая и уроки. Сейчас уже, видите, светлая полоса кармическая. И здесь все видно, здесь все чисто, здесь нет темноты. Здесь нет темноты, и здесь, видите, солнце светит, и здесь защита ангельская, защита Вселенной, защита высших сил. Здесь вы будете под защитой. Полоса меняется кармическая в лучшую сторону уже, в светлую сторону. Нет здесь темноты, видите, то, что было вот здесь. И карта, вот что я там и говорила, не возвращайтесь в прошлое. Все, вы там закончили. Видите, и я там и говорила. Если вас из прошлого кто-то будет, вот возвращение из прошлого, карта говорит, не надо. Потому что идет вот, но если даже и у вас человек, но его еще нет, но он уже вот там, его выбрали для вас уже, он будет. Он будет этот человек. А у некоторых уже есть. У некоторых уже есть, а у некоторых он будет. Но будет вот ситуация, что может вернуться. И карта говорит, все, там уже туда не возвращайся. Не надо, потому что у тебя новое.
Новое будущее, светлое, это уже на пороге. На пороге. У некоторых уже есть это, а у некоторых вот-вот будет. Вот-вот это будет. Новое идет. Это прекрасно. И еще с защитой. Еще защита. Если некоторые не уверены и боятся, ой, боюсь знакомиться, боюсь там опять, а может опять какой-то человек придет и опять, потому что в обмане столько лет, не верю уже никому. Здесь нет. Здесь под защитой идет. Здесь к вам не придет плохой человек, потому что, не знаю, видно ли на телефоне, здесь идет защита кармы уже. Здесь вас защищают. В вашу жизнь не войдут уже просто какие-то такие люди, которые будут... здесь идет благородство, честность. Благородство, честность и хорошая жизнь. Заслужил человек прожить уже хорошую жизнь, красивую. Давайте посмотрим, что здесь. Уходит, видите? То, что было, уходит. И опять карта Солнца, восход. Карта крест. Новое, видите? Новая защита. Карта Солнца. Она испепеляет. Вот защита. Крест светлый и здесь защита. Солнце. И оно будет высвечивать. И оно будет убирать. Вот из старых людей. Ну как, я не имею пожилых. А из прошлого, которые наносили какой-то вред вам, этого уже будут испепелять. Вы будете видеть, что это не ваши люди. Ну, они к вам и не будут подходить, те люди. Они не будут подходить к вам. Не будут. Испепеляет. Видите, первая карта это букет, уже он вялый букет, старый букет. Его нужно выбросить. Потому что идет новая, ясная полоса, новая полоса, полоса ясности и рассвета. Здесь все понятно и видно, как, видите, все понятно. И это убирается, это испепеляется, это исцеляется, этого уже нет, это рассыпается, солнце сжигает это. Солнце сжигает это. И карта дом. И карта дом. Защита. Опять дом это защита. Это защита, это радость. Это у вас будет свой дом. Если у вас нет, у вас будет свой дом. Где в этот дом будут входить те люди, которые будут действительно приносить радость. У некоторых может вот мужчина с домом, у него есть дом, и у вас будет вот другой дом, но он будет большой, здесь будут приходить гости, вы будете встречать, вы будете радоваться, это может быть. Может, у вас есть дом, но вы одиноки пока, но мужчина тоже идет вот, может, на берегу моря он где-то, может, он потому что здесь солнце и вода, понимаете, здесь вот так. Где-то, где тепло, здесь море, и вот, может, где-то мужчина из другой страны, потому что и там у нас, видите, дом на берегу. Дом на берегу. Может у некоторых такое быть, что мужчина в вашу жизнь идет, у кого дом на берегу, речки, моря, вот, и вот здесь такой дом, вот здесь прекрасно. Вот идут новости, идут вести, всадник, это новость, это весть. Это что-то будут вам приносить, вестник, а может и мужчина к вам идет в ваш дом, или вас позовет в свой дом. Вот такое можно. Здесь прекрасные карты. Так, гремит, стучит, на порог ступает. И что там? Дверь открывает.
Сначала у нас переворачивалась эта карта, помните? Выпала из колоды. Выпала из колоды, но под ней еще была карта одна змеи. Вот карта говорит, к вам идет любовь, настоящая любовь. У кого вы будете на сердце? О вас будут думать, о вас будут переживать, вы будете всегда в сердце в какого-то человека, видите, карта сердца, но это сердце драгоценное, потому что здесь еще есть одно как романтическое такое, а здесь ценность, видите, кулон и женщина внутри. И женщина внутри. Вы будете для кого-то очень ценны. Ценны. Прекрасно. Ну, для кого? А для кого? Для мужчины, конечно. Вот идет ваш дом. И вы будете очень ценны для этого мужчины. Очень ценны. Он будет вас только и в голове, и в сердце носить. Он будет вас лелеять. Он только смотрит, видите. Не вышло вот так, что отворачивается, а он смотрит. Сначала карта сердца вышла, мужчина и повернут к сердцу. И ваш облик, вы будете у него и в голове, и в сердце. Он будет на вас как смотреть, как, ну, не знаю. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вот идет радость. Ну, наперед никому ничего не говорите, потому что могут быть такие люди, что за спиной могут быть как крадники опять. Поэтому там и была змея. Сейчас у нас вышла карта крысы, карта книга и совы. Могут быть как крадники. Ничего никому пока не говорите. Если даже и есть уже знакомство, или если будет новое вот знакомство, насчет этого никому не говорите, потому что, видите, крадники, крысы, совы будут кому-то вот зависть какая-то. И крысы всегда крадники, а еще совы и книга. Знающие будут ходить к кому-то, чтобы украсть вот эту радость. Так что вот здесь еще как предупреждение. Очень хорошая полоса у вас идет. Вы прошли кармическую тяжелую ношу, но вы ее прошли. К этому больше будет еще как рецидив какой-то. Будут возвращаться люди из прошлого. Вам нужно поставить на этом крест, не впускать уже в свою жизнь этих людей, потому что у вас идет новая полоса жизни. Первые карты у нас. Карта собака, карта дерево, карта креста, но я показывала вам его, и карта сердце. И карта сердца, что вы будете ценны, драгоценны, если насчет мужчины, потому что это все уже исцелилось, и вы заслужили уже другую кармическую жизнь прожить уже в радости, в наслаждении, в честности, в понимании, в благородстве, в состоянии, понимаете? И здесь вот будьте осторожны насчет, вот, не рассказывайте. Вот то, что вам, оно предназначено только вам, только для вас. Зачем знать там соседки, подруги или еще кому-то? Что у вас творится? Какая ситуация у вас? Зачем кому-то это знать? Вот радуйтесь, это ж ваша жизнь, это ж ваша судьба, это ваш жизненный подарок. Вам подарок дала Вселенная и высшие силы, и будут защищать это. Но будут такие, что, видите, нужно опасаться таких людей. Вот такого. Не открывайте, вот видите, знаете, кому открыть свою дверь. Понимаете? Даже в дом.
знайте, кого впустить. Вот так. Даже в дом знайте, кому открыть дверь. Вот так. Знаете, не все должны знать, что у вас там внутри в доме. Зачем кому-то это знать? Что у вас там внутри? Ваша судьба, ваша жизнь, ваша безопасность. Она там в середине. И не все должны знать, что там за дверью. Понимаете? Не открывайте всем дверь. Знайте, кому ключи у вас. Знайте, кому ее открыть. Вот так. Ну, видите, знаете, кому ее открыть. Держите свою радость на замке. Да. Так, и чем сердце, чем порадуется, ну здесь уже порадовалась, чем порадуется сердце? Карта клевер, целая корзина, подарками. Судьба будет давать подарочки. Подкидывать эти подарочки. И не одно, а целая корзина будет. Вот будет радоваться жизнь. Что наконец, неужели, спасибо Господи, потому что будет радость вот эта. И каждый раз будет что-то, чем порадоваться. Каждый раз будет чем-то сердце порадует вас. Вселенная, высшие силы. Какое-то письмо, какая-то информация будет, что-то вы будете узнавать. Ну, видите, ну будьте осторожны насчет, будьте хитренькие. Потому что вот, видите, и лиса, и змея, тут так как тут, тут как тут. Понимаете? Тут как тут. Не очень всем говорите о своей радости. Потому что радость будет. И прям радуйтесь. Радуйтесь своей жизнью. Радуйтесь, ну, втихонечку. Не открывайте, не нужно вот, потому что будет и одна лиса, и другая змея, вот, будут наблюдать за вами, будут, может даже, ну, почему такой человек довольный, почему такой рад, а что такое, аж вот будет интересно, ну, вы как-то, не надо вам, и опять карта клевер. Будут вашей удачи, это карта удачи. Будут, ну, без этого такого нет, будут завистники. Конечно, будут. Но вы будьте осторожны насчет этих людей. Ну, видите как? Ну, замечательно. Давайте немножечко на Таро посмотрим. На Таро только 3 карты возьму. 3 карты. Ну, давайте, а что, потому что новый человек, может, кому-то интересно насчет мужчины. Нам вышел он здесь, собака и мужчина, друг прекрасный, у кого уже есть новый, а у некоторых вот его уже для вас нашли. Давайте. Что даст, нам показала вот эта колода Ленорман показала, что новый человек входит в вашу жизнь. Ну, давайте посмотрим, что он вам даст, что этот человек вам даст. Будете ли вы ценны? Ну, там не показали, что будете ценны, уже это. Ну, давайте посмотрим немножко, что этот человек для вас даст. Вот новый человек, который придет в вашу жизнь. 9 пентаклей. Стабильная, красивая, устойчивая жизнь.
человек был тоже один, видите? Этот мужчина тоже, ему тоже нужно были чувства. Ему тоже нужно было вот этой стабильной эмоции и радости. Мужчина состоятельный, не с голой попой, не с голой. Ну, там нам показали, что, по крайней мере, может, свой дом имеет, потому что дом, вот. И ему нужно было вот разделить это, потому что он был один, он состоятельный. Ему нужно и вот человека, и ему нужны были вот такие какие-то чувства, вот. И он даст стабильность, он даст любовь. То, что вы мечтали. То, что вы мечтали. И здесь два голубя, да. Здесь вот два голубка. То, что вы запускали во Вселенную. Вы мечтали об этом. Вы мечтали о чувствах. Чтобы были чувства, но на стабильной основе. Чтобы вы по девятке пентаклей были ценным человеком для этого человека. Чтобы вы были как два голубка. Чтобы вы были как два голубка. Вы запустили эту информацию, и ангелы подхватили и отнесли туда. И вот вам выбрали этого человека. Да, это новый человек, и будет радость. Но здесь карта говорит, надолго будет, вы будете довольны. Он принесет в вашу жизнь радость. Он принесет новизну, тройка кубков. Он какое-то даст вам уверенность и предложение. Это новый, это новый. И дальше я говорю, это новый. Это не про, видите, рождение нового. Это новый человек. Принцесса кубков, это тоже новые чувства, другие. Тройка чаш здесь, новый, но вы его не знаете, потому что он только родился, вы не знаете его. Вот, но, ну, может, кто-то уже узнал, но новый, это не из прошлого мужчина, как-то вот это. И это будет надолго, и надежно, и стабильно. Это надолго. Это надолго будет в вашей жизни. Уходит эта ситуация, которая карта ожидания, разочарования, карта депрессии, карта слез. Вы вырываетесь, этот человек вытянет вас из этого. Вытянет. Видите, здесь у вас была четверка кубков. Вы ждали, вы плакали. Но какой-то человек в прошлом не слышал, вы говорили, но он не слышал. Ему было фиолетово. Видите, вы говорите, вы даете ему что-то, вы как-то, ну, не слышит ваш человек, не слышит. И этот новый, он вас вырвет из этого разочарования, депрессионной такой жизненной ситуации. Вы даже себе не поверите, что может такое быть. Вы не поверите, потому что вы вот вы хотели вы и шли на контакт с этим человеком из прошлого, но вы не получали ничего, результата-то не было, потому что человек сидит и бездействует, вообще не реагирует, и этот новый человек вас вытащит из этого. Он идет показать нет. Есть еще такие люди, которые могут дать вот эту радость. Вот. Десятка кубков. Есть такие еще мужчины, что понимают женщину, что ей нужно. А нужно ей любовь, наслаждение, радость, уважение, чтобы был дом, чтобы была защита, чтобы была надежность на завтрашний день, чтобы была собачка, чтобы была кошечка. Видите? И чтобы понимали друг друга. Вот. Он вытащит вас из вот этого недоверия и к этой, что да нет, может мне лучше уже и не надо никого. Потому что как-то и одно было знакомство, и второе, и третье. Все одинаковые.
все одинаковые. И здесь этот мужчина идет, чтобы вас как-то показать нет, что есть любовь, есть семья, слышат друг друга, понимают друг друга, радуются жизни. Вот. И здесь семерка жезлов, но я вам, потому что это оракульная, она по-другому читается, я вам почитала. Вы делали все в прошлых отношениях, вы говорили с человеком, но человек вас вообще даже не обращал внимания на вас. Ты себе поговори. Это семерка жезлов. Семерка жезлов, но она по-другому читается, я ее прочитала по-другому. Но вот это как, этот человек новый перейдет, и семерка жезлов, это вытянуть. Вы уже не верите. Вы не верите в это, видите, вы не верите, что такое может быть. Но это как выброс, как вулкан и выброс. Что вы, неужели такое может быть? Поверите ли вы в это? Давай, поверите ли вы в такое? Сначала нет. Пятерка кубков. Сначала нет, Господи, ну что мне делать? И раз было, и второй раз, и может у некоторых уже и 3 раза. Ой, что мне делать? Ну, верить, не знаю. Ну, что мне делать? Всегда еще и, может, любовницы у кого-то были. А может, опять будет обман, может, опять мной поиграют, а может, опять будет какая-то еще соперница. Вот как-то вот так будете. Не будете верить? Нет, сначала не будете. Но вы будете императрицей. Но вы будете императрицей. Вы не поверите, что такое может быть. Видите? Сначала не поверите. Нет, не может быть. Опять хочет вот, ну что, страсти хочет. Ну что хочет? Ну, что мужчина может хотеть? Видите? Карта дьявол, карта королева жезлов. Женщина для страсти. И вы скажете, Господи, опять то же самое. Да зачем мне это? Не хочу. Мне это не нужно. Не хочу. Но на самом деле вы ценный человек. Будете в этого человека. Вы для этого человека не будете игрушкой, королевой жезлов. Нет. Нет, вы не будете королевой жезлов. Ну, вы не поверите в это. Но потом он как-то докажет, что ты для меня императрица. Ты для меня ценная женщина. Это и оракул нам показывал Ленорман. Вы поймете это. Вы поймете это. И вы уйдете от этих пятерок. Вы поймете, нет, это не то. Это другое. Видите? Но сначала будет, видите? А мной опять не попользовались. Пятерка кубков, пятерка пентаклей. Чтоб я опять, не верю. Опять буду в руках чьей-то игрушкой. Не хочу. Не хочу этого. Не надо мне этого. Но это потихоньку вы поймете. Это уйдет от вас. Вы поймете, нет, это уже другое. Это новое. Нет. И вы рискнете. Будете бояться обмана, да. Разочарования, обмана и удара. Потому что очень долго было это у вас. И вы в отшельничестве, да. И вы всегда думали, лучше я буду один или одна. Потому что в прошлом было... Поэтому еще вот там где-то на ментальности это не забылось. Это не забылось, понимаете? Это не забылось. И поэтому будете к этому относиться немножко так, переживать болезненно, чтобы не попасть вот, да, под луну, чтобы не был мужчина король жезлов в луне, и вы будете как королева мечей, вы будете это все, потому что вы прошли это, вы прошли эти соревнования, вы прошли, ну, карта трансформации и разрушения, все, этого нет.
и другие отношения. Болталки уже не будут. Болталок уже не будет. Все. Идет туз кубков и королева кубков. Вот здесь пока, да, была двойственная ситуация, была тяжелая ситуация, были тайные связи, и было что на двух стульях. Ну, все, здесь дорога какая у вас была. Но карта говорит, все, это закончилось. Карта смерти, карта башня. Произошла трансформация и разрушение. Все, это закончилось. И вышли в пажа пентаклей, в стабильную, новую, надежную жизнь. И вы идете в туз кубков и королева кубков. Ну, вот так. Вот такой был раскладик, уважаемые мои друзья. Ну, немножечко вот как-то радости нужно. Жизнь продолжается, жизнь прекрасна. У нас весна на пороге. Мы уже на пороге. Потому что 21 числа, чтоб так, не 1 марта у нас весенний день, а порог вот этот. Но до 21 марта. 21 марта у нас равенство ночи и дня. И вот уже мы входим в весну. Ну, там 3 дня туда, 3 дня назад, туда-сюда. Ну, равнодневка вот такое, ночь и день 21 марта. И вот до 20 марта у нас еще как-то как зимушка должна бы еще вот такой переход должен быть, чтобы не прям вот снег и завтра уже солнце, а такой плавный потихонечку переход, вот передает февраль, передает марту свои полномочия, вот как-то так. Вот такой у нас был раскладик. Всего вам хорошего, позитива, удачи. И не бойтесь новых встреч, не бойтесь, если у вас уже есть молодой человек, если женщины, девушки меня смотрят, это будет по-другому, не сомневайтесь в этом человеке, человек надежный, человек даст вам, вы будете ценный человеку в его сердце. Но может быть такое, что из прошлого будут еще стучаться. Ну, говорят карты, что не нужно сомневаться. Вот то, что у вас сейчас. Не нужно вот, я тебя уже, потому что я там любил. Там уже ничего нет. Вы там уже знаете. Будет то, что было. Понимаете? Человек вас не будет слышать. Может, он сейчас он хочет вас вернуть, да. Но если вернетесь вы в прошлого, будет то же самое, что было. Понимаете? Будет полное бездействие от этого человека. Из прошлого. Если у вас еще нет нового человека, его уже выбрали. И как-то вы встретитесь. Вы встретитесь с этим человеком. Он уже есть. Если мы раньше смотрели, что пока нет, но здесь уже. Или кто-то уже познакомился, или вот может быть какое-то ваше знакомство, оно уже там есть, его уже вас уже будет идти работа, чтобы вас как-то вот сблизить. Уже ведется какая-то работа, вот нашли для вас человека, и как-то будет какая-то работа, чтобы вы встретились, чтобы вас сблизить, если еще у кого-то этого нет. Так что всего вам хорошего, удачи!